Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний торт. Торт готовится проще простого, а вкус у него просто бомбический. Мягкий, сочный, очень гармоничный. Для его приготовления духовка и весы не нужны. Торт готовится на сковороде, количество ингредиентов меряется стаканом или ложкой. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 19 см, высотой 6,5 см и весом килограмм 350 граммов. Давайте приготовим. В чашу вливаем 2 яйца, добавляем четверть чайной ложки соли, всыпаем 3/4 стакана сахара, у меня стакан объемом 250 мл. Перемешиваем все вместе до однородного состояния. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешиваем до однородного состояния. – 250 мл кефира комнатной температуры переливаем в глубокую чашу. Всыпаем в кефир 1 чайную ложку соды и перемешиваем. Сода сразу начинает гаситься, и объем кефира увеличивается в 2 раза, поэтому обязательно берите глубокую чашку. Выливаем кефир в яичную смесь. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем 1 стакан пшеничной муки и 3 столовые ложки какао. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и промешаем по дну. Тесто получается жидким, оно такое и должно быть. Тесто готово, делим его на 3 равные части. Выпекаем коржи на заранее разогретой сковороде. Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не должна гореть. Смазываем сковороду небольшим количеством растительного масла. Выливаем тесто на сковороду и накрываем крышкой. Если собирается конденсат на крышке, его убираем сухой тряпочкой. Выпекаем на самом маленьком огне 8-10 минут, в зависимости от вашей сковороды и нагрева вашей плиты. Переворачивать корж не надо. Готовность коржа можно проверить пальчиком, он должен быть сухим. Или деревянной палочкой, она должна выходить сухой, без остатков мокрого теста. Перекладываем корж на решетку, оставляем остывать и сразу выпекаем следующий корж. Остывают коржи очень быстро. Таким образом выпекаем 3 коржа диаметром 21 см. Остывшие коржи обрезаем по форме диаметром 19 см. Обрезанные кусочки собираем, они нам пригодятся позже. Коржи мягкие и очень вкусные сами по себе. Приготовим крем. В чашу выкладываем 1 стакан творога. У меня творог жирностью 9%. Для крема лучше брать мягкий пастообразный творог без крупинок. К творогу добавляем 1 стакан сметаны. У меня сметана жирностью 20%. По желанию сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Взбиваем творог и сметану блендером до однородного состояния. Для этого крема очень хорошо подходит творог, приготовленный из кефира. Также при желании творог можно заменить сливочным сыром. Всыпаем 4 столовые ложки без верха сахарной пудры и 3 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. На максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного и воздушного состояния. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемную форму, ацетатную пленку. Перекладываем половину крема на корж и равномерно крем разравниваем. Крем накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем. На корж выкладываем оставшийся крем. Крем равномерно разравниваем. Накрываем третьим коржом. Третий корж я кладу верхней стороной вниз, нижняя сторона менее пористая. Убираем торт в холодильник и приготовим глазурь. В сотейник высыпаем 4 столовые ложки без верха сахара, 3 столовые ложки без верха какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 3 полные столовые ложки сметаны или густого натурального йогурта. Перемешиваем до однородного состояния.
ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 2,5 столовые ложки сливочного масла. Перемешиваем до однородного состояния. Глазурь готова, отложим примерно 2 столовые ложки глазури, этой глазури позже покроем бок торта. Остальной глазурью покрываем торт. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Бок торта покрываем ранее отложенной глазурью. Ранее обрезанные края от коржей измельчаем в крошку и посыпаем крошкой бок торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень вкусный, мягкий, сочный. Мои домашние торт оценили на 10 с плюсом. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.